Всем доброе утро. Хотелось бы начать утро с благодарности нашим администраторам группы в телеграм-канале за то, что они тратят свое время и в бесплатном доступе рассказывают вам про некоторые паттерны и проводят, скажем так, опросы среди подписчиков канала. Также показывают свой опыт в торговле, когда они заходят, на какие монеты, и показывают процент после того, как они зашли и сколько заработали. Также делятся информацией, когда на биржу попадает большое количество биткоинов, и тогда, конечно же, у нас есть возможность обратить внимание, что неужели кто-то захочет слить такое количество или просто это сделано для манипуляции рынком. Также информация по XRP и другим криптовалютам. Вот для вас был сигнал от нашего админа, когда он рассказывал про криптовалюту Gala USDT на фьючерсах. Вот, собственно, то, что у него получилось заработать на 20x. Плечо большеватое, конечно, но тем не менее, если вы понимаете, как торговать, это не есть плохо. Вот 0,82%. Также он сказал, и что я вам хотел показать по графику Гала. То есть начиная с 0,22 цена на сегодня выросла еще на 48%. Поэтому я не говорю, что всегда админы правы, но тем не менее они говорят очень полезные слова, очень полезные вещи для того, чтобы вы начинали торговать без потерь средств. Мы вам рассказываем постоянно, что вам необходимо сделать. Первое, если вы не понимаете этот график, не понимаете, что здесь происходит, то вам необходимо сразу открыть пару книг. Я их рекомендовал в группе Telegram, вы можете внизу по ссылке перейти, и там будет ссылки на книги. Также необходимо вам просмотреть наши видео в YouTube-канале. Их достаточно много, мы разгоняли депозит до $1, то есть, по сути, вы сможете заработать там 15 тысяч долларов, но очень, конечно, тяжело для вас это будет, но зато вы заработаете, то есть начинать с $1. Это реально, мы это доказали. Также есть обучающее видео, как торговать на фьючерсах, как торговать на спотовом рынке. И вы должны вот так вот в этой программе, в этом приложении, которое я постоянно рекомендую, чертить. Также вы найдете внизу по ссылке в описании это приложение. Ваша задача понять, когда вы заходите на любую крипту, вам нужно понять первое, что она зависит от биткоина. Я включил график по биткоину, вот этот оранжевая линия графика по биткоину. В основном, когда биткоин идет вниз, то он тащит за собой криптовалюты тоже вниз. Когда у него есть проторговка какая-то, то начинает, как говорится, стрелять альткоин. Если посмотреть на день, сейчас я покажу, что я имею в виду. Допустим, возьмем криптовалюту Ethereum. Вот посмотрите. Опять-таки, вот это график биткоина, это график Ethereum. Движение биткоина вниз, движение Ethereum вниз. Также здесь явное движение биткоина вниз и движение также ETH вниз. Если посмотреть на недельном таймфрейме, то же самое все повторяется. Вот мы видим отскок вверх, движение вверх. 84%. Это у нас 20 сентября, 84%. Давайте посмотрим. 20 сентября, здесь у нас 75%. Еще раз. Ну, тоже около 75%. То есть альткоины, они больше растут, чем сам биткоин. Но также нужно учитывать при торговле график биткоина. Это очень важно делать. Так вот, возвращаемся к нашей Гала. На недельном таймфрейме вы видите рост в 244%. В этом, как я уже говорил, есть один нюанс. Когда вы выкупаете валюты на низах, чертите вот такие вот линии, понимаете, где у них линия поддержки. Если вот эта линия мы бы пробили, вот тут было как два ложных пробития, все очень легко посмотреть на эти линии. Вот у нас импульс, большие продажи, покупки в этом уровне и большие покупки и продажи в этом. Это служило нашим неким сопротивлением. То есть, если цена ниже вот этого диапазона, то тогда это сопротивление.
Если мы торгуемся выше, у нас автоматически становится это зоной поддержки. Также эта зона, когда мы торгуемся в этом диапазоне, то это служит зона поддержки, поскольку здесь включается очень много покупателей и не пускает цену вниз. То есть интересно, как говорят, интересный уровень цены. Всегда анализируйте волатильность. Это недельный таймфрейм. Если рассматривать более мелкие таймфреймы, мы увидим немножко другую картину, говорят, локальную ситуацию с криптой. Если вы хотите торговать в краткосрок, то вы должны открывать минута, 5 минут, 15 минут, час. Но начинать с больших таймфреймов, потому что вы должны нарисовать сначала движение предварительно, или это нисходящий канал, или восходящий канал. Вы должны посмотреть на день, 4 часа, потом смотреть уже на минутных таймфреймах, что происходит, и смотреть волатильность. То есть вот у нас 60% восстановления, и какая у нас коррекция после этого. После этого у нас коррекция до небольшого объема минус 33%, далее 8% рост, и далее дальнейшее снижение на общем 45%. Далее рост на 74%, то есть такие импульсы в этой криптовалюте есть. Ну, то есть большие потери и большой рост. Также смотрите периоды. То есть здесь у нас был листинг, мы спустились на 3-4%, и вот у нас 11 дней, это до восходящего, скажем, движения вверх. 11 дней. Здесь у нас падение, то тоже можно сказать 10-11 дней, видите, тоже небольшое движение вверх. Далее 12 дней, даже можно сказать 9 дней небольшой рост, и добили, скорее всего, движение биткоина было вниз, потянули криптовалюты вниз. То есть отсюда у нас получилось тоже около 12 дней, рост пару дней и коррекционное движение тоже 10 дней, видите. И потом опять на 11 день у нас идет такой вот распам, 4 дня как раз должна быть коррекция, небольшая коррекция и дальнейший рост. Так вот, наши админы вам говорили информацию, когда они заходили вот на вот этом уровне. То есть, просыпаясь ночью, соблюдая все стопы, чтобы не переживать, что цена упадет, вы могли бы еще заработать 50%. Еще повторюсь один раз, что не всегда даже мы правы, поскольку в биржах криптовалют, вообще в этой системе всей нет стабильности. То есть в любой момент что-то может случиться, какой-то новостной фон плохой, и весь рынок обрушится. Поэтому вы должны соблюдать риск-менеджмент. Что это такое? Вкратце, вы должны соотношение своего депозита и ордера выставлять таким образом, если вы торгуете на фьючерсах, чтобы у вас не было видно ликвидации. Это раз. Второй момент. Вы должны, если вышли каким-то образом в минус, не бояться усредниться. В плане. Не то, что я могу усредниться там, на $1000 или на $2000 и остаться без трусов. Нет. Это значит, что вы можете свободно усредниться там, в 3-4 раза, и вы все равно не будете видеть свою ликвидацию на фьючерсах. Если вы не понимаете, о чем я сейчас говорю, тогда вам нужно открыть книги и начинать читать. Это 100%. Начинать смотреть видео и начинать торговать с минимального депозита. На фьючерсах это $1 при плече, но смотря на каких вы валютах, конечно, будете. Но можете использовать там X10, X20, но с $1. Даже можете использовать X50 с $1, но обязательно ставить стопы. Если вдруг вы зашли неправильно, и вы видите несколько свечей идет в неправильном направлении, значит нужно вам закрывать и мириться с минусом. Тогда переоткрывать и делать статистику. Если вы не начнете анализировать вашу торговлю, то вам очень будет тяжело заработать деньги. Все хотят получить большие проценты, но не все понимают, что это сделать нереально, пока вы не соблюдаете риски. Также вчера я говорил про криптовалюту Кокос. 1.68, 1.67 торговался. Я порекомендовал, поскольку вы все равно увидели бы этот большой процент роста, 135%, я вам порекомендовал, если вы уже будете заходить, то заходить на $10 минимум, ну, то есть максимально, и экспериментировать, смотреть на развитие ситуации. Так, я эту информацию говорил в 23.45. Сейчас посмотрим. 23.45, это у нас 1 час. Ну, вот примерно, вот она, уровень. То есть он тут еще поднялся как раз. Примерно на такой, или скорректировался на 16%. Что в этом случае вам необходимо делать? Вам необходимо натянуть фибу и посмотреть примерную коррекцию. То есть, если сильные покупки, то есть идут сильные покупки, то цена может остановиться там на 0.23, 0.382. Да? И если еще сильнее продажи идут, то тогда мы можем увидеть тоже 0.5, 0.618 уровни. То есть вот мы остановились на уровне 0.5,
Что в вашем случае делать? Понятно, когда идет коррекция, покупать на любую сумму не очень хорошо. Нужно знать, нужно подождать, пока откорректируется цена. Можно было, допустим, купить на уровне 0,382 на $10 для того, чтобы понять, что дальше, да, сколько можно заработать. Можно поставить стоп ниже немножечко этого уровня, можно было ниже этого уровня, но смотря какая методика у кого. Можно торговать докупая, то есть вы здесь купили на $10, на этом уровне вы купили на $20, на этом уровне вы купили там на $40. И когда цена пошла уже вверх, у вас без убыток, понятно, если вы первый раз купили на вот этом уровне, то без убыток, и купили на этом уровне, то без убыток у вас был бы посередине. Если бы вы это, то есть на $10 покупаете, и здесь на 10, то есть без убыток был посередине. Если бы вы купили здесь на $10, а здесь на 20, то тогда бы без убыток был не посередине, а немножко ниже середины. И малейшее движение вверх, вы уже в плюсе. Если бы вы купили здесь на $10, здесь, допустим, на $20, и здесь еще, если бы цена упала, здесь еще бы на $30, то тогда бы от этого уровня у вас был бы примерно посередине вот этот безубыток, вот этот уровень безубытка. То есть цена, когда бы вышла вверх, вы бы были в плюсе на 29-20%. Если смотреть по долларам, то у вас 60 долларов маржа, то вы бы заработали там $1.20. Сейчас цена выросла на 38%, почти на 40%, то с 60 долларов это примерно там $2,5 вы бы заработали. Но это все как бы мелочь, да, по сравнению с большими ордерами в 500 тысяч долларов. Но и вы тогда рискуете, если вы здесь открыли на $1000, и цена после этого просела на 10%, вы потеряли $100. Если бы цена пошла еще ниже, вы бы зашли здесь, и цена пошла еще ниже, допустим, примерно до вот этого уровня, где у нас есть некая поддержка, или до вот этого уровня. То есть это минус $36, $360. И если вы докупали в этом уровне или в этом уровне, если бы цена этой криптовалюты реально пошла на коррекцию, то тогда бы вы очень сильно нервничали. Тогда бы здесь куплено $1000, здесь еще там $2000, здесь, как я говорил, еще $6000, то есть суммарно уже, и цена, допустим, идет вниз, то у вас бы были большие потери, поскольку вот эти пампы, они не просто так происходят. Не просто так люди заходят в эту монету. Нету у людей, скажем так, желания отдать свои деньги вам, наоборот, заработать. Вот эти красные свечи, это то, что люди, как раз заходившие здесь или здесь, они начинают фиксировать прибыль, не зарабатывать. То есть у вас это выглядит минус 15%, у них это выглядит отсюда, заработок это 177%. Это достаточно. Никакой банк столько процентов в год не даст. А в крипте, вот поверьте, крипта это не так безопасно, как вы думаете. В плане, на ней можно заработать, но можно также очень много потерять, если вы не понимаете графики. Так вот, я когда говорил заходить по $10, вы могли бы зайти, допустим, протупили, да, зашли $10 здесь, у вас бы сейчас какая ситуация была? Вы бы зашли, у вас бы было минус $1,7, и ничего не делая, не докупая, вы бы в безубыток вышли уже в 8 часов утра и заработали $1,6 из $10, просто ничего не делая. Если бы вы мои советы тоже послушали, то здесь вы купили на 10, ниже вы докупили на 10, ниже докупили на 10, $30. Безубыток у вас примерно был бы где-то вот в этом уровне. И, давайте возьмем этот уровень. И вы бы уже с $30 заработали примерно $7,5. Очень, я считаю, для того, кто не умеет торговать, это очень хороший показатель, и можно закрываться. Также одна еще из стратегий трейдинге – это вот докупать и держать в долгосрок. То есть вот здесь вот мы видим накопление плюс 10%, минус 3%. То есть можно было накапливать эту валюту, но не все могут себя, скажем так, обуздать свои, как сказать, желания или обуздать свою жадность. И многие не могут в долгосрок держать валюту. Им надо прямо здесь и сейчас. Но это очень, скажем так, плачевно заканчивается для вашего депозита. Вот 22 октября, рост 38%. Покупать опять на верхушке не стоит, потому что вы бы загнали себя в минус 22%. Далее с 27 октября рост больше 60%. И опять коррекция в 33%. То есть видите, какая ситуация. Заработал кто-то, вышел, да? Кто-то это кто-то с хорошими деньгами. Здесь та же самая может ситуация быть. Здесь уже поболее будет процент. Здесь есть 184%, и скоро будет коррекция. Коррекция – это тот человек, который сделал этот памп и начинает фиксировать свою прибыль. Вот мы можем, опять-таки, натянуть фибу. Можно натянуть фибу с этого уровня. И как раз у нас вот 2,618, следующий уровень у нас 3,618 и максимальный 4,236, то есть $2,66. И торгуя со стопами и торгуя аккуратно, как я вам говорю, то можно еще надеяться, что мы выйдем на эти уровни
и отсюда может быть отскоки коррекции. Также может быть отскоки коррекции отсюда. Заработать можно на любой криптовалюте. Те криптовалюты, которые торгуются на споте, можно только, зайдя здесь, выйдя здесь, заработать, торгуя в шорт на фьючерсах. То есть, если цена идет вниз, вы зарабатываете. То в этой крипте, к сожалению, нельзя шортить и торговать на фьючерсах. Также, если вы посмотрите, как она торговалась ранее, вот цены 0,00, сколько-то там долларов, то есть рост ее составил в свое время, давайте отсюда, на 244%. Ну, есть такой момент, деноминация называется, почитайте, 18 января, я читал 1 января, это все готовилось. Почитайте, что такое деноминация и почему цена на эту криптовалюту так выросла. Хотя заработать опять здесь вы бы не смогли. Итак, подводя итог, вам необходимо, чтобы посмотреть на коррекции, нужно использовать Fibonacci. Можно использовать большие таймфреймы, более старшие, скажем, таймфреймы, где можно понимать уровни коррекции по FIBE. Также вы должны чертить и смотреть, где у нас восходящий канал, где у нас нисходящий канал, то есть по вершине. Это у нас нисходящий канал. Здесь, когда у нас нарушается, скажем так, выход из нисходящего канала, тут у нас уже может быть рост. Также у нас есть и восходящий канал, когда мы видим тут ложное пробитие, и касание, и выход вверх. Есть у нас также паттерны, там, двойная вершина, тройная вершина, плечи, голова и плечи, чашка с ручкой и так далее. Изучайте это действует. У нас есть разные индикаторы, также заходите внизу по ссылке в описании, регистрируйтесь. У нас есть, как я сказал, паттерн, там, флаг, треугольник и так далее. То есть это все действует, потому что на рынке есть и боты, и люди, которые торгуют, и когда они видят выход из этих паттернов, знаете, как правило, дважды 2 будет 4, да, и также и здесь, когда выходим из паттернов, все начинают активизироваться, и волатильность в этих уровнях возрастает. Если бы правил не было, то тогда, к сожалению, была бы другая ситуация. Подписывайтесь на наш канал, переходите в плейлист. У нас очень много плейлистов, и про листинги очень много. Мы сняли 177 видео за несколько лет. Прогнозы, аналитика, новости, инсайдерская информация. Есть очень хорошие приложения, как видеть, большие ордера китов как раз, их аппетиты, и где стоит блок, который, скорее всего, не пробьется, пока либо цену не выкупят, либо если этот ордер не уберут, и цена может скакануть вверх. Также торговля на фьючерсах, разгон депозита с $1 и торговля на споте. Все есть, просто открывайте и смотрите. Всем спасибо за просмотр этого видео, всем пока.